Всем привет, добро пожаловать обратно. Сегодня у меня поистине трогательная история, та, которая не только лишит вас дара речи, но и напомнит нам, как один маленький поступок может оставить глубокий след. История искренности, безграничного влияния и волшебства, которое исходит только от по-настоящему искреннего сердца. Приготовьтесь, потому что то, что вы услышите сегодня, это не просто история, это момент, который позволит вам заглянуть в необыкновенного Ким Тэ-хёна. Представьте себе, японская айдол на корейском национальном телевидении внезапно упоминает имя Тэ-хёна, и ее голос дрожит от волнения, когда она вспоминает момент, изменивший все. Что сделал Ви, что так глубоко ее тронуло? Оставайтесь со мной, потому что то, что вы услышите сегодня, демонстрирует тихую, но мощную магию, то, чем обладает только Тэ-хён. Когда люди говорят, что влияние Тэ-хёна не знает границ, они не преувеличивают. Это то, что можно почувствовать безмолвное, глубокое, даже в разных странах и на разных языках. И на этот раз эта сила достигла Японии самым неожиданным и трогательным образом. Недавно на корейском телевидении произошло нечто, что лишило поклонников дара речи. На популярном шоу The Masked Singer Корея на сцене стояла японская идол, ее голос был спокойным, но полным эмоций. Ее звали Юма, она была участницей группы Ampersand Team. Выступая перед корейской публикой, она мягко и уважительно упомянула одно имя Ким Тэ-хён. В ее голосе почти слышалась теплота, когда она это произнесла. Она не просто называла имя, она вспоминала момент, который много для нее значил. В этом коротком разговоре Юма поделилась историей, которая мгновенно растопила сердце многих. Она сказала, что когда ее группа вернулась с песней «Firework», Тэ-хён лично выразил ей свою поддержку. Да, сам Ви из BTS нашел время, чтобы рассказать об их песне в своей истории в Instagram. Никто его об этом не просил. Лейбл не делал никаких заявлений. Это был просто Ви, его доброта и забота. И этот простой поступок остался в памяти Юмы. Он сказал, что никогда этого не забудет. Это тронуло его так глубоко, что даже стоя на той сцене, он до сих пор вспоминает об этом с благодарностью и благоговением. Задумайтесь на мгновение, Тэ-хён не просто поддержал молодого артиста. Он дал кому-то почувствовать себя увиденным. В индустрии, где признание часто кажется невозможным, такая доброта – это чистое волшебство. Поклонники, посмотревшие этот эпизод, не смогли сдержать эмоций. Многие сказали, вот он, настоящий Тэ-хён. Человек, которому не нужно кричать о своей доброте, он просто делает это. Он поддерживает других тихо и красиво, не ожидая ничего взамен, звездочка. Что делает это еще более примечательным, так это то, что Тэ-хён поддерживал не только корейского артиста, но и японского айдола, человека из другой страны, из другого лейбла, и все же Тэ-хён решил распространять доброту без границ. Это мост, который может построить только искреннее сердце. Представьте себе Юму в то время, молодого артиста, пытающегося сделать себе имя, и вдруг понимающего, что одна из крупнейших мировых звезд обращает внимание на его творчество. Не просто обращает внимание, а восхищается им. Неудивительно, что, по его словам, это оставило неизгладимое впечатление. Мир часто говорит о внешности, голосе и стиле Тэ-хёна. Но такие люди, как Юма, напоминают нам о его душе. В нем есть что-то редкое, нечто, что выходит за рамки славы или фандома. Способность незаметно прикоснуться к жизни другого человека, делая его путь немного светлее, немного ярче. Когда Тэ-хён опубликовал пост о песне Ampersand Team, это был не просто очередной пост. Это был жест, бессловесное послание, которое словно говорило: «Звездочка, я вижу тебя. Я поддерживаю тебя, звездочка». И это послание пересекло океаны. Оно достигло сердец далеко за пределами Кореи. До сих пор фанаты продолжают говорить об этом, поражаясь тому, как один небольшой поступок может создать такую неприходящую теплоту. Некоторые говорят, что именно поэтому влияние Тэ-хёна поистине магическое. Дело не в цифрах или трендах. Дело в человечности. Он трогает сердце людей не потому, что старается, а потому, что он этим занимается.
История Юмы – лишь один пример, но он идеально отражает суть эффекта Ви. Это не громко, не показно, но эмоционально, искренне и незабываемо. И, возможно, именно поэтому его имя постоянно всплывает там, где его совсем не ждешь. От мировых брендов до церемоний награждения, от модных домов до развлекательных программ в других странах, присутствие Тэхёна ощущается повсюду. Но эта история, лишь малая часть певца в маске, ощущается по-другому. Дело не в славе или продвижении. Дело в связи, в том, как один единственный акт доброты может преодолеть языковые и культурные различия, возвращаясь в форме благодарности и восхищения. Когда Юма говорила в тот день, ее глаза загорались, когда она вспоминала поступки Тэхёна. Это было не просто восхищение фаната. Это было уважение. Уважение к старшему артисту, который дарит тепло так же естественно, как и свой талант. И именно поэтому фанаты называют его Висанбэнимом, не только из-за его возраста, но и из-за того, как он руководит с изяществом, сочувствием и силой духа. Так что да, невероятно, пожалуй, подходящее слово. Влияние Тэхёна действительно затрагивает японских айдолов, но более того, он затрагивает их сердце. И в очередной раз мир узнал о тихой магии, которую способен сотворить только Ким Тэхён. Невероятно, как доброта одного человека может найти отклик в сердцах. Тэхён не просто привлекает внимание к песне, он дарит подтверждение чьим-то мечтам. Вот почему истории, подобные истории Юмы, так много значат для фанатов. Они раскрывают, кто такой Тэхён на самом деле, когда камеры не работают, когда нет прожекторов, за которыми нужно гоняться, только искренняя забота. Люди по всему миру часто говорят, что у Тэхёна звездная энергия. Но, возможно, еще важнее то, что он действительно привносит человеческую энергию, то, что соединяет души, а не просто экраны. Когда он поддерживает кого-то, это никогда не кажется натянутым или стратегическим. Это кажется реальным, словно мгновение, застывшее в искренности. И вы видите рябь на поверхности. Поклонники от Кореи до Японии, от Азии до Запада начали репостить историю Юмы, говоря: «Звездочка — это наш Тэхён, звездочка». Каждый раз, когда кто-то новый говорит о нем так, это подтверждает то, что фандом уже знает. Его влияние строится не на популярности, а на силе искреннего сердца. В этом и заключается красота мира Ви. Он строится тихо, через поступки, которые остаются в сердцах людей. Никаких громких слов, никакой рекламы, только тепло. И, возможно, поэтому даже другие айдолы не могут не восхищаться им. Потому что Тэхён не просто сияет, он делится своим светом. Вот что делает Тэхёна таким необыкновенным. Он вдохновляет, не прикладывая усилий. Его присутствие – утешение. Его доброта – напоминание о том, что слава без сердца ничего не значит. И такие моменты, как у Юмы, это доказывают. Истинное наследие Тэхёна – не только музыка, но и человечность. Именно такие истории напоминают нам, что Тэхён не просто артист, он – источник вдохновения. Его доброта продолжает преодолевать границы и трогать сердце по всему миру. В центре внимания мира развлечений. Не вся доброта видна камерам. Иногда самые ценные вещи происходят в тишине. Когда кто-то решает делать добро. Не нуждаясь в огласке, не нуждаясь в признании. И в этом и заключается магия Тэхёна. Не в блеске и гламуре сцены, а в искренности, которую он излучает с простотой. Один небольшой пост от него может изменить чей-то день, дать новую надежду и возродить веру в реальность доброты. Вот в чем сила Тэхёна. Сила, которой не нужны слова. Потому что его теплота говорит сама за себя. Напоминание всем нам, что за славой скрывается по-настоящему искреннее сердце, готовое отдавать. Если этот момент тронул ваше сердце, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Чтобы вы всегда были первыми, кто услышит все вдохновляющие истории о чуде и искренности Ви, человека, который продолжает доказывать, что истинный свет исходит из сердца, полного доброты.
told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I